Всем привет! Меня зовут Ольга Ткалич, и я специалист по аутизму, психолог и куратор ABA. Сегодня я хочу вам предложить разобрать пример высокофункционального аутизма или синдрома Аспергера на примере рассказа Чехова Антона Павловича «Человек в футляре». Мне захотелось с вами поделиться наблюдениями. Почему? Потому что, научившись выделять вот эти черты, вы сможете их распознать в близких вам людях и подсказать им на нужную литературу, источники, где они могут про это почитать и найти помощь со стороны, чтобы как-то улучшить свои навыки, да, социальные, эмоциональные, коммуникативные. Итак, приступим. Речь идет о Беликове, это учитель греческого языка. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой. И когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. И, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. Здесь что мы видим? Мы видим, очевидно, негибкое следование конкретным, нефункциональным ежедневным привычкам и ритуалам. Надевание калош, использование чехлов, стремление изучать древние языки, да, фиксация на этом. Тема, куда он уходит от остальных аспектов жизни, это такая специфическая область интереса. Следующий эпизод. Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен или ходили слухи о какой-то проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. Вот эта фраза «как бы чего не вышло», она у него достаточно часто стереотипно повторяется. Как бы чего не вышло в совершенно различных ситуациях. Следующий эпизод. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, как будто что-то высматривает. Посидит это молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжко. И ходил он к нам только потому, что считал свою товарищескую обязанностью. Здесь мы видим, что люди с синдромом Аспергера или высокофункциональным аутизмом могут применять некие социальные нормы, правила, но делают это достаточно нелепым образом, неуклюжим образом. То есть он понял правило, что нужно ходить в гости к друзьям, но делал это таким образом, что сидел и молчал несколько часов кряду. Да? То есть о том, что нужно интересоваться другими людьми, их интересами, их делами, это он упустил из виду. Но вот эта некая формальность, что нужно прийти, посетить друзей и побыть там час-другой, это он усвоил и применял. Следующий отрывок. И было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. «Очень уж шумят у нас в классах», — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. «Ни на что не похоже». Да? Здесь мы видим, насколько важна правильная профессиональная реализация. Потому что, конечно, работа учителем предполагает очень активное общение со студентами, с учениками.
и в аудиториях шумно, много отвлекающих факторов. Да? То есть человеку с такими особенностями подошла бы какая-то научная деятельность при его любви к древним языкам, исследовательская деятельность в институте, где не требуется большого контакта с различными людьми, где нет большого звукового шума, где нет неожиданных задач, которые невозможно избежать в общении с большим количеством людей. Следующий эпизод касается отношений с женщинами. Нашему Беликову около 40 лет. И в связях с женщинами он прежде не был замечен. И он знакомится с прекрасной Варенькой, которая поет песни, хохотушка, из Малороссии приехала. Она ему нравится, и он делает ей следующий комплимент. Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий. И затем идет описание, как он приходит к ней в гости, к ней и ее брату. Он и к ним ходит так же, как к нам. Придет, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется «Ха-ха-ха». Здесь мы видим качественное нарушение социального взаимодействия. Сложность в поддержании глубоких личных отношений. Он не понимает, как ухаживать за этой девушкой. Хочет ли он за ней ухаживать или не хочет. То есть, если вы почитаете произведение целиком, то вы увидите, какие противоречивые в нем чувства, как он сомневается, стоит ли ему идти в эти отношения или не стоит, стоит ли ему жениться или не стоит. Это тоже очень характерно для людей с такими особенностями, потому что некоторые действительно предпочитают жить в одиночестве, без дополнительных отвлекающих факторов, потому что приспособиться к другому человеку в быту – это очень сложно. Даже для нейротипичного человека найти своего человека подходящего и потом обустроить совместный быт, совместную жизнь – это очень сложная задача. Поэтому действительно есть такие сложности. Следующее, что мы видим. Эпизод. Да? Читаю дальше. Идем, и вдруг можете себе представить, катят на велосипеде Коваленко, это брат Вареньки. А за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная. А мы, кричит, вперед едем. Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас. И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что же это такое?» — говорит он, спросил он. «Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?» «Что ж тут неприличного?» — сказал я. «И пусть катают все на здоровье». «Да как же можно?» — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой. Да, здесь мы видим стереотипность восприятия и формализм, что преподаватель гимназии не имеет права кататься на велосипеде, и девушка тоже не имеет кататься на велосипеде. И это настолько сильно нарушает его картину мира, что он не может дальше продолжать прогулку, он возвращается домой. Следующий эпизод, он касается манеры речи. Следует обратить внимание на резкую смену темы, на педантичность, формализм и другие особенности. Сейчас вы увидите. А под вечер наш товарищ оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата. «Садитесь, покорнейше прошу», — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови. Лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе. Беликов посидел молча минут 10 и начал. «Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень-очень тяжело. Какой-то пасквилиант нарисовал в смешном виде меня, еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек».
Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. «И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу. И я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде. А эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества». «Почему же?» – спросил Коваленко басом. Да разве тут нужно еще объяснять, Михаил Савич? Разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся, когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно. Что же, собственно, вам угодно? Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы человек молодой, у вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете, ох, как манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя. Что ж хорошего? Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела, сказал Коваленко и побагровел. А кто будет вмешиваться в мои домашние семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим. Беликов побледнел и встал. «Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать», — сказал он. «И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках». «А разве я говорил что дурное про властей?» — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек, с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов». Беликов нервно засуетился, стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. «Можете говорить, что вам угодно», — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. «Я должен только предупредить вас. Быть может, нас слышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах. Я обязан это сделать». После этого события развиваются стремительно. Беликова спускают с лестницы. Что мы здесь видим? Резкую смену темы, неправильное понимание нюансов и формальную речь. Излишне формальную речь, которую сложно ожидать в такой ситуации. На этом я сегодня заканчиваю разбор произведения Чехова «Человек в футляре». Если вам было полезно и вы бы хотели другие такие же разборы услышать, то пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. И я надеюсь, что это видео было вам полезно. И теперь, когда вы увидите подобные черты у себя или у своих близких, вы сможете задуматься, а нет ли здесь диагноза высокофункциональный аутизм или синдром Аспергера, и найти помощь специалиста, который поможет адаптироваться к этим особенностям. Всего доброго, будьте, пожалуйста, здоровы, удачи!